Для левой варежки также набираем 42 петли эластичным способом и одну петлю для замыкания в круг. Набираем самостоятельно. Набрали 43 петли, одну спицу убираем. Дальше делим петли пополам. На одной спице будет 21 петля, на второй 22. Разделяем самостоятельно. Берем дополнительную спицу и замыкаем вязание в круг. Для этого одну петлю с правой спицы снимаем и одну петлю с левой. Затем перебрасываем первую петлю через вторую. И возвращаем петлю на левую спицу. Оттягиваем нить. Дальше начинаем вязать резинку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязываем резинку высотой 4 сантиметра, то есть 12 рядов вяжем, как в предыдущем случае было с правой варежкой. Так, резинка провязана на высоту 4 сантиметра. Теперь 2 ряда провязываем лицевой гладью, то есть лицевыми. Вяжем самостоятельно. Так, провязали 2 ряда лицевой глади. Мы находимся сейчас на внутренней стороне ладошки, то есть на ладошке. Нам нужно выделить последние 4 петли, которые будут соответственно клином большого пальца. Отмечаем маркерами. Так, 18 петля, перед ней ставим маркер и ставим один маркер перед 21 петлей. Так, дальше вяжем лицевыми до маркера самостоятельно. Так, я провязала 12 рядов резинки 1 на 1. Дальше на внутренней части варежки мы ставим маркеры для клина большого пальца. Ставим первый маркер перед 18 петлей и второй маркер перед 21 петлей. Берем теперь светлую нить, провязываем 1 лицевая темной пряжи. Дальше присоединяем светлую пряжу и вывязываем шахматку до маркера. Вставляем небольшой кончик, мы его потом спрячем. Дальше снова идет темная петелька, затем светлая. Продолжаем вязать самостоятельно. Довязали до маркера, перебрасываем маркер. Так, вяжем петли клина только коричневой пряжи. Провязываем первую петлю после маркера, затем протяжку поднимаем длинной стороной от себя и провязываем скрещенной лицевой темной пряжи. Дальше лицевая, и у нас 1 петля до маркера. Перед ней тоже поднимаем протяжку, кто забыл, но уже длинной стороной к нам, к себе, и провязываем скрещенной лицевой.
Провязываем петлю перед маркером лицевой. Перебрасываем маркер. Провязываем темной пряжи. Дальше вяжем по схеме. Первый ряд схемы. Дальше вяжем по схеме. Первый ряд схемы у нас идет. Так, получается 1 темная, 3 светлые, 1 темная, 3 светлые. Одна темная, 3 светлые. Одна темная, 3 светлые. Продолжаем вязать самостоятельно. Следующие 2 ряда провязываем без прибавки в клине, то есть вместе, ограниченные 2 маркерами. Их будем провязывать самостоятельно, меняя узор в шахматке. Если у нас в том ряду с темной начинался пряжа, то в этом ряду уже со светлой, а в следующем ряду снова с темной. Останавливаться мы будем с вами только на вязании узора. Так, провязываем внутреннюю сторону, первый ряд без прибавок самостоятельно. Второй ряд узора вяжем 1 светлую, 1 темную, 1 светлую, 1 темную. 1 светлая, 1 темная, 1 светлая, 1 темная. Продолжаем вязать самостоятельно. Следующий ряд также вяжем без прибавок в клине. Провязываем его самостоятельно. Шахматку на ладошке вяжем. Согласно узору. Самостоятельно. Вяжем 3-й ряд жаккарда. Начинаем с 2 светлых. 2 светлые. 1 темная. Дальше 3 светлых. 1 темная. Продолжаем вязать по узору самостоятельно. В следующем ряду делаем прибавки в клине. Вяжем нашу шахматку, начиная со светлой пряжи. Светлая, темная, светлая, темная. Вяжем до маркера самостоятельно. Довязали до маркера. Перебрасываем маркер. Дальше первую петлю провязываем. Затем из протяжки вывязываем прибавку. Поднимаем только коричневую нить. Провязываем скрещенной лицевой. Темной нитью. Дальше вяжем лицевую. Еще одну лицевую. Снова поднимаем протяжку. И вывязываем петлю из нее. Перебрасываем маркер. Сделали прибавку. Еще одну. У нас с вами сейчас 7 петель. Смотрим на 4-й ряд жаккарда. Идет светлая, темная клеточка. Так, вяжем светлую,
темную, светлую, темную. Продолжаем вязать самостоятельно по схеме. Следующие 2 ряда вяжем без прибавки в клине. Из этого я на них внимание акцентировать не буду. Сразу мы будем уже в кадре встречаться с вами на схеме жаккарда, соответственно на 5-м и на 6-м ряде. 5-й ряд узора. Сначала темная, затем 3 светлых. Вяжем темную петлю, 3 светлых, 1, 2, 3. Снова темная, 3 светлых. Продолжаем вязать по схеме самостоятельно. 6-й ряд схемы провязывается полностью светлой нитью. Из этого вяжем ряд этот самостоятельно, не забывая перекрещивать нити через 2-3 петли. Вяжем самостоятельно. В следующем ряду делаем прибавку для клина. Также провязываем первую петлю после маркера. Из протяжки провязываем лицевую петлю скрещенную. Затем доходим до последней петли перед маркером. Также вытягиваем протяжку на спицу и провязываем лицевую. Выполняем самостоятельно. 7-й ряд схемы. Вяжем 1 темную, 4 светлые, 3 темные, 5 светлых, 3 темные, 4 светлые, 1 темную. 2 ряда вяжем без прибавки в клине. Не забываем соблюдать расположение петель шахматкой, чтобы цвета чередовались. Вяжем самостоятельно. Встречаемся на схеме жаккарда. У нас 8-й ряд узора. Вяжем 2 темные, затем 4 светлые, 1, 2, 3, 4, затем 2 темные, 5 светлых, 2 темные, 4 светлые, 2 темные. Следующий ряд провязываем самостоятельно. В клине нет прибавок. Начинаем с темной пряжи. Вяжем 9-й ряд узора.
1 темная, 6 светлых. Дальше 2 темные, 3 светлые, 2 темные, 6 светлых. Одна темная. Следующий ряд провязываем шахматку, затем после маркера провязываем 1 петлю, делаем прибавку, довязываем до последней петли перед маркером, делаем прибавку, провязываем последнюю петлю, выполняем самостоятельно. 10 ряд узора, 2 темные, 4 светлые, 9 темных, 4. Не забываем нить перекрещивать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 светлые, 1, 2, 3, 4, 2 темные, 2 ряда вяжем без прибавок на ладошке, вяжем самостоятельно, начинаем его с темной нити, темная, светлая, темная, светлая. Продолжаем вязать самостоятельно. 11 ряд схемы смотрим. 1 темная, 4 светлые, 5 темных, 1 светлая, 5 темных,
4 светлые. Одна темная. Следующий ряд вяжем тоже без прибавок. Начинаем со светлой пряжи, шахматку. Светлая, темная, светлая, темная. Продолжаем вязать самостоятельно. 12 ряд узора. Начинаем с 2 темных. 2 темные, 3 светлые, 4 темные, 3 светлые, 4 темные, 3 светлые, 2 темные, 2. Развернули вязание. В этом ряду у нас идет последняя прибавка для клина большого пальца. Начинаем вязать шахматку с темной нити. Темная, светлая, темная, светлая. Вяжем до маркера. Так, провязали шахматку, перебрасываем маркер. Первую петлю провязываем. Затем поднимаем протяжку. Провязываем скрещенной лицевой. Дальше вяжем до последней петли перед маркером. Поднимаем протяжку. Провязываем скрещенной лицевой. Перебрасываем маркер. Тринадцатый ряд узора. Вяжем одну темную, 3 светлые, 1 темная, 1 светлая, 2 темные, 2 светлые, 1 темная, 2 светлые, 2 темные, 1 светлая, 1 темная, 3 светлые, 1 темная,
Следующий ряд вяжем без изменений, без прибавок. Начинаем со светлой нити вязать шахматку. Выполняем самостоятельно. Провязываем светлой первую петлю, затем темной. Снова светлая, темная. Продолжаем. Смотрим на 14 ряд схемы. 2 темные, 2 светлые. Одна темная, одна светлая. Одна темная, 3 светлых. Одна темная, 3 светлых. Дальше одна темная, одна светлая, одна темная, 2 светлых и 2 темных. Разворачиваем вязание. Снова вяжем ряд без прибавок. Начинаем с темной нити. Темная, светлая, темная, светлая. Продолжаем вязать самостоятельно. Смотрим на 15 ряд схемы. Начинается он с одной темной, одна темная, затем 3 светлые, одна темная, одна светлая, одна темная, 7 светлых, перекрещиваем нить. Дальше одна темная, одна светлая, одна темная, 3 светлых, одна темная. Разворачиваем вязание. Вяжем шахматку до маркеров. Довязали до маркера. Убираем. Берем иголку с контрастной нитью и снимаем петли до следующего маркера на нить. Затем берем крючок, контрастную нить. И нам нужно набрать сейчас вместо снятых 13 петель 5 петель для маленького клина. Для этого вставляем крючок перед спицей, подхватываем нить и вывязываем петлю. Так, затягиваем. Дальше набрасываем эту нить на спицу.
провязываем вторую петлю. Третья. Четвертая. И пятая. Провязываем воздушную петлю и вытягиваем кончик. Провязываем эти 5 петель тоже коричневой нитью. Лицевыми. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И у нас еще осталась одна петля, которая была после маркера. Тоже ее провязываем лицевой. Смотрим 16 ряд схемы. 2 темные. Затем 3 светлые. 3 темные. 2 светлые. 1 темная. 2 светлые. 3 темные. 3 светлые. 2 темные. 'Следующий ряд вяжем шахматкой, не провязывая вот эту вот петлю перед набором перемычки, перед этими 5 петлями. Выполняем самостоятельно. Довязали до перемычки, вот 1 петля. Дальше провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Для этого 1 петлю снимаем, вторую провязываем. И затем первую перекидываем через вторую. Дальше провязываем 1, 2, 3. Лицевые. Осталось в конце 2 петли. Их провязываем за переднюю стенку лицевой петлей. То есть 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Смотрим 17 ряд жаккарда. 1 темная, затем 5 светлых.
Перекрещиваем. Дальше 9 темных. Далее 5 светлых. Перекрещиваем нить. И одна темная. Следующий ряд вяжем шахматку полностью по всем петлям спицы. Так, начинаем со светлой, светлая, темная, светлая, темная, светлая, темная. Продолжаем самостоятельно. Смотрим на 18 ряд схемы. Вяжем 2 темные, 5 светлых, 7 темных, 5 светлых, 2 темных. Так, следующий ряд вяжем шахматку самостоятельно. 19 ряд схемы, 1 темная, 7 светлых, 5 темных, 7 светлых, 1 темная. Следующий ряд провязываем шахматку самостоятельно. Смотрим на 20 ряд схемы, провязываем 2 темные,
затем 5 светлых. Дальше 2 темные. Одна светлая, одна темная, одна светлая, 2 темные, 5 светлых, две темные. Следующий ряд провязываем самостоятельно шахматку. 21 ряд схемы. Одна темная, затем 5 светлых, четыре темные, еще одна светлая, 4 темные, пять светлых, одна темная. Следующий ряд вяжем шахматку самостоятельно. 22 ряд схемы. Вяжем 2 темные, 4 светлые, дальше 9 темных, перекрещиваем ниточки, четыре светлые, и 2 темные. Следующий ряд шахматку провязываем самостоятельно. 23 ряд схемы. Вяжем одну темную, 6 светлых,
Дальше одна темная, 2 светлые, одна темная, 2 светлые, одна темная, 6 светлых, и одна темная. Следующий ряд шахматку вяжем самостоятельно. Начинаем со светлой нити. Так, смотрим на 24 ряд схемы. Начинаем его с 2 темных, 2 темные, дальше 5 светлых, 7 темных, 5 светлых, 2 темные, так, закончили ряд жаккарда, переворачиваем вязание и вяжем шахматку самостоятельно. 25 ряд схемы, одна темная, 3 светлые, дальше одна темная, 3 светлые, две темные, одна светлая, 2 темные, и 7 светлых. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, и одна темная. Так, разворачиваем вязание, вяжем шахматку самостоятельно. 26 ряд схемы, 2 темные, 2 светлые, одна темная, 3 светлые, одна темная, 2 светлые, две темные,
6 светлых, две темные, разворачиваем вязание, шахматку вяжем самостоятельно. 27 ряд схемы, 1 темная, 4 светлые, дальше 4 темные, две светлые, 2 темные и 7 светлых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 темная. В следующем ряду мы начинаем делать убавки. Провязываем первую петлю шахматки светлой пряжи, затем 2 вместе с наклоном влево лицевой. Дальше вяжем по узору, не довязывая последние 3 петли. Выполняем самостоятельно. В конце осталось 3 петли. Провязываем 2 вместе с наклоном вправо за передние стенки, подхватываем петли, провязываем их светлой пряжей. Последняя у нас идет тоже светлая. Разворачиваем вязание. 28 ряд схемы. Первая петля темная, затем вторую и третью провязываем вместе с наклоном влево светлой. Это первая петля из 3 светлых. Вторая. Перекрещиваем нити. И третья светлая. Дальше 4 темные. 2, 3, 4, 3. Перекрещиваем. 4. 2 светлые. 2 темные. 1 светлая. 2 темные. 2 светлые. Сейчас третью светлую провязываем из 2 вместе с наклоном вправо. Одна темная. Разворачиваем вязание. Следующий ряд. Начинаем с темной пряжи. Темная, затем 2 вместе с наклоном влево. Дальше вяжем по рисунку, не довязывая в конце 3 петли. Выполняем самостоятельно.
конце остались 3 петли, провязываем 2 с наклоном вправо, светлой, и крайнюю петлю темной пряжи. 29 ряд схемы. Первую петлю провязываем темной пряжи, затем делаем убавку с наклоном влево. Это первая светлая. Нужно провязать еще 8 светлых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 темные, 3 светлые, 2 провязываем вместе с наклоном вправо, и крайняя петля, провязываем темные. Следующий ряд. Первую петлю провязываем светлой, дальше 2 вместе с наклоном влево, первую петлю снимаем, вторую провязываем светлой пряжи, дальше по рисунку вяжем самостоятельно, не довязывая, также в конце 3 петли. Осталось 3 петли в конце, 2 провязываем вместе с наклоном вправо светлой нитью, и затем по рисунку крайнюю петлю светлой пряжи. Смотрим на 30 ряд схемы. Здесь только крайние петли темного цвета, остальное все светлое. Провязываем первую темной пряжи, затем делаем убавку 2 вместе с наклоном влево, лицевой, дальше вяжем светлой нитью все, вяжем самостоятельно, в конце не довязываем, также 3 петли. Осталось 3 петли провязать до конца ряда. Провязываем 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, и крайнюю петлю темной пряжи. Так, переходим на шахматку, вяжем первую темной петлей, затем провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, дальше вяжем по рисунку, не довязываем в конце 3 петли, выполняем самостоятельно. Смотрим на 31 ряд схемы, он такой же, как предыдущий. Крайние петли провязываются коричневой нитью, остальные все светлые. Так, первую петлю провязали, дальше у нас убавка с наклоном влево, дальше вяжем светлой пряжей, не довязывая в конце 3 петли. В конце провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо, и крайнюю петлю провязываем темной нитью. Следующий ряд начинаем вязать с темной пряжи, со светлой, то есть светлая. Дальше делаем убавку с наклоном влево,
Дальше вяжем по рисунку. Осталось нам провязать до конца 3 петли. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо и крайнюю петлю светлой пряжи. Смотрим на 32 ряд схемы. Крайние у нас темные, середка вся светлая. Провязываем первую петлю темной пряжи. Затем делаем убавку с наклоном влево светлой пряжи. Дальше продолжаем вязать светлые петли, не довязывая до конца 3 петли. Выполняем самостоятельно. В конце 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. И крайнюю коричневой петлей, коричневой нитью. Следующий ряд. Так, вяжем темную петлю. Затем у нас убавка с наклоном влево. Дальше вяжем по рисунку. Осталось 3 петли, провязываем 2 вместе с наклоном вправо и по рисунку темной пряжи последнюю петлю крайнюю. Разворачиваем вязание. Смотрим на 33 ряд схемы. У нас там идет шахматка. Первую петлю провязываем темной нитью, затем делаем убавку с наклоном влево. Дальше вяжем темную, светлую, темную, светлую, темную. Дальше 2 вместе с наклоном вправо провязываем светлой и последнюю петлю темной. Так, развернули вязание, провязываем светлой. Дальше убавка идет. Дальше по рисунку темная, светлая, темная. 2 вместе провязываем и крайнюю светлую. Тридцать 4 ряд схемы. Первый провязываем темный, затем у нас идет убавка с наклоном влево, светлый, затем снова темная, светлая, темная. 2 вместе лицевой провязываем с наклоном вправо, светлой, и последнюю петлю крайнюю провязываем темную. Следующий ряд провязываем первую петлю темной, затем делаем убавление с наклоном влево. Дальше по рисунку провязываем темный, 2 вместе с наклоном вправо, лицевой, светлый и в конце темный. Смотрим 35 ряд схемы. Первую провязываем темной, затем убавление
2 вместе с наклоном влево. Дальше темная. Дальше 2 вместе с наклоном вправо. И последняя темная. Последний ряд. Делаем убавление. Так, провязываем 2 вместе с наклоном влево. Затем посерединке светлой пряжей тоже. И в конце 2 вместе светлой с наклоном вправо. Ну-ка, растянем петельку. То же самое проделываем с обратной стороны. Вязать будем темной нитью. Так, 2 вместе с наклоном влево. Затем провязываем среднюю лицевой. И 2 вместе с наклоном вправо. Отрезаем нить, оставляем кончик для стягивания. Переснимаем петли, которые на спицах, на иголку. Стягиваем, выводим все нитки на изнаночную сторону, закрепляем и прячем. Переснимаем петли, которые мы оставляли на дополнительной нити на спицы самостоятельно. Пересняли 13 петель на спицу. Теперь приступаем к нижней части, где мы вывязывали 5 петель перемычки. Распускаем петлю воздушную, которую мы для закрепки здесь сделали в конце. Так вот распустили. Дальше вот поднимаем петли. Вот они у нас. Две петли перекинули. Дальше у нас идет вот петля с 2 дужками. Подхватываем из них только одну дужку, левую, которая ближе к спице. Это 3-я петелька. Дальше следующую также распускаем. Подхватываем петлю за одну дужку. 4-я. И нам осталась последняя петля. Тоже поднимаем ее за одну дужку. Так. Все, и вытягиваем нить. Вот они, 5 петель.
Со спицы, где у нас с вами находится 13 петель, с каждого края по 2 петли перебрасываем на эту спицу, где находятся петли перемычки. Берем коричневую нить и начинаем вязать с нижней спицы, где у нас сейчас с вами 9 петель. Провязываем один ряд полностью лицевыми петлями. Выполняем самостоятельно. Провязали ряд лицевыми. Дальше делаем убавку, провязываем одну лицевую, затем 2 вместе с наклоном влево. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая 3 петли. Так, в конце осталось 3 петли, 2 провязываем вместе с наклоном вправо и последнюю провязываем лицевой. Петли второй спицы провязываем без изменения лицевыми петлями самостоятельно. Провязали. Дальше делаем вторую убавку, провязываем лицевую, затем убавка у нас идет с наклоном влево, дальше лицевые, одна лицевая, убавка с наклоном вправо, лицевая, петли второй спицы вяжем без изменения лицевыми петлями самостоятельно. Вяжем большой палец длиной 2,5 сантиметра лицевой гладью самостоятельно. Провязали 2,5 сантиметра. Дальше на спице, где у нас с вами 9 петель, ставим маркер посередине. В одной части будет 5 петель, в другой 4. Дальше вяжем убавление для большого пальца. В конце каждой спицы нам нужно провязывать 2 петли вместе лицевой. Так, вяжем 3 петли лицевой, две петли вместе, и так вяжем до тех пор, пока на каждой спице не останется у нас по 2 петли. Выполнили убавки. У меня 2 раза по 2 петли идет, и в одном месте 1 петля. Нить отрезаем, оставляем небольшой кончик, стягиваем отверстие с помощью иглы, прячем кончики внутри варежки. Выполняем все самостоятельно. Варежки для сына готовы с таким вот незатейливым рисунком. Осталось их только постирать и высушить. Можно носить. Надеюсь, данный мастер-класс не вызвал у вас трудностей, и вы смогли связать свои первые варежки. Носите с удовольствием. Спасибо вам за внимание.